Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на зиму 2026 года. Ну что, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Сейчас будем разбирать каждый месяц зимы, еще и по декадам. И да, если вы смотрите по Солнцу, то козероги первой декады– это все те, кто родился в декабре, козероги второй декады, кто родился с 1 по 10 января, козероги третьей декады, кто родился с 11 января и до знака зодиака Водолей. Если вы смотрите по асценденту, то делите 30 градусов знака Козерог на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, то вы первая декада Козерога по асценденту. Если с 11 по 20, то это вторая декада. Если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Козерога по асценденту. Ну что, дорогие, у нас с вами уже случилась астрономическая зима. 21 декабря с нами это случилось. Сейчас буду рассказывать на 3 ближайших месяца, как будет происходить наши с вами дела и настроение. И да, конечно же, декабрь уже проходит, как проходит, и мы ему очень сильно здесь рады. У нас здесь в напряжении из планет Венера с Солнцем и Марса в квадратурах к Сатурну и Нептуну. То есть эта история однозначно, она такая мощная, она такая яркая, заставляет нас работать, заставляет нас доделывать дела. Мы не очень-то это хотим, но нас не особо спрашивают, поэтому финальные дни декабря будут как раз-таки с тем самым настроением, когда нам нужно доделывать дела, просто потому что мы это делать должны. И вот уже 30-31 декабря станет уже настроение такое более праздничное, более яркое. Распадаются квадратуры, о которых я только что говорила, и остаются по большей части гармоничные аспекты. Единственное напряжение остается у Меркурия в квадратурах к Сатурну и Нептуну. То есть здесь будет желание как-то договориться, здесь захочется большего, здесь и эмоциональный фон будет нестабильным, поэтому будьте стабильны, не ругайтесь, и тогда начало 2026 года будет гораздо ярче и интереснее. Вот такая история всем козерогам на конец 2025, ну и начало 2026 года. Скажу так, что у нас сразу вот в начале года, 3 января, у нас, дорогие с вами, полнолуние в Раке. На кого будет максимально влиять это полнолуние? На вторую декаду Козерогов. То есть здесь история однозначно, когда захочется себя где-то пожалеть, захочется как-то эту историю в любви, в романтике прожить, потому что здесь полнолуние, вот Солнце с Луной в оппозиции, но Венера с Марсом в соединении с Солнцем. То есть эмоции будут такое, наше мужское и женское будет внутри бушевать, захочется всего и сразу, но при всем при этом где-то будет такое ощущение, чтобы нас полюбили, обняли, и вот это вот все. То есть можно сказать, что начало года у Козерога второй декады будет немножечко на такой волне, сбивающей с толку. У Козерогов первой декады как раз-таки моменты максимально договориться, максимально общаться, уладить свою жизнь. Если хочется поездка, будьте там только аккуратны, внимательны. Меркурий будет идти по первой декаде Козерога в начале года, поэтому здесь, конечно, эмоции, настроение будут зависеть от вас. Если вы будете ругаться, то, естественно, с вами тоже будут ругаться. Если вы будете стабильны в эмоциональном фоне, если вы будете договариваться, тогда все у вас будет получаться. Ну и, конечно же, у нас в январе кармические узлы переходят в первую декаду знака Рыб, Девы и оказывать начинают влияние на Козерогов первой декады. А это кармические вопросики, дорогие Козероги первой декады, у вас начинаются с января к вашему Солнцу. Чего же вы хотите от своей жизни, каким человеком вы вообще хотите стать, своя реализация, профессиональная сфера, любовь, отношения. Здесь, в принципе, про все. Поэтому вот такие вопросики в январе у козерогов первой декады очень сильно станут. И я хочу сказать, что на эти вопросы начнут уже с начала года буквально таки играть.
с самого начала января. И уже к концу января будет совершенно другая нотка истории, и вы скорее начнете действовать. Козероги третьей декады у вас начало года, 3 января. Не хочу сказать, что у вас как-то вот здесь какие-то такие сложные моменты. Единственное, что докатывается Юпитер по третьей декаде рака, и буквально в середине января уже будет оказывать влияние на козерогов второй декады, потому что вот как раз-таки первые 2 недели еще Юпитер будет идти по третьей декаде рака. То есть здесь противоречия внутренние, ощущение, что где-то не доработали, что-то не сделали, жизнь не такая, как мне бы хотелось. Юпитер – это вообще планета социальная. И здесь все, что связано с социальным ростом, реализацией, если хотелось когда-то переехать, будут снова мысли об этом. Хотелось получить новых компетенций, обучиться, не хватает каких-то навыков для работы, тоже такая история. Вообще Юпитер в оппозиции к Солнцу всегда дает у нас внутреннее чувство недовольства, и самое лучшее, что мы можем сделать, это как раз-таки начать реализовываться, начать как раз-таки двигаться вперед, потому что у Козерогов третьей декады еще и Уран в гармоничном аспекте, поэтому здесь, дорогие, могу смело сказать, что не просто январь и февраль, и март, и даже апрель 2026 года у Козерогов третьей декады просто нужно идти вперед, развиваться, в будущее идти, в работе, в карьере, в социальном статусе. То есть предпринимать как можно больше новых попыток, потому что когда Уран 26 апреля 2026 года поменяет знак и взойдет в знак Близнецы, у вас уже не будет вот этого аспекта, про который меня очень часто спрашивают, тот самый счастливый случай, когда повезет. Вот сейчас вам везет, поэтому не отдыхаем, не расслабляемся с самого начала января, Козероги третьей декады. Юпитер не даст такое внутреннее состояние расслабленности и легкости. Здесь либо два состояния, либо в негативе вы ругаетесь со всеми, предъявляете претензии, либо ворчите на себя, ну, либо в позитиве вы, конечно же, понимаете, что сами не поняли, не доработали, не сделали, а могли лучше, включаетесь в свою жизнь, и тогда у вас множество возможностей с самого начала января включаются. А это, мои дорогие, понимаете, это как раз-таки козероги второй декады тоже слушайте, у вас этот аспект начнет работать вот уже прям в середине января, потому что Юпитер перейдет во вторую декаду рака. Что связано с Юпитером? Это социальное развитие, расширение масштаба своей личности, то есть здесь захочется пиара, масштаба, нечто большего, захочется как-то благоустроить свою жизнь, что-то такого купить, но понимайте, что если это покупки связаны для того, чтобы как-то пустить пыль в глаза перед другими людьми, провальная позиция. Здесь будьте аккуратны в этом. Только понимайте, что вам реально необходимо для масштаба, для роста. Ну и, конечно же, двигайтесь вперед, делайте как можно больше, и тогда у вас будет хорошо. Это козероги третьей декады, ну и козероги второй декады эту всю историю слушают с середины января, она у вас уже будет смело работать. И если мы говорим вообще про январь, каким же он будет дальше, то да, у нас следующее такое мощное событие на небе – это полнолуние, извиняюсь, новолуние. Новолуние 18 января. И как раз-таки перед этим новолунием у нас как раз-таки складывается вот Юпитер, подкатывается во вторую декаду рака и начинает влиять на козерогов второй декады полноценно. То есть здесь либо внутренние противоречия, либо недовольство, либо же наоборот вы идете в рост, в развитие. То есть здесь бессмысленно обвинять партнера, потому что наша карьера, работа, профессия – это зависит от нас. Ну и наша жизнь тоже, потому что если вы видите, что партнер в ваших отношениях, он провисает, то есть ему ничего не надо, посмотрите, почему так случилось, наведите порядок в своей жизни, потому что до 17 как раз-таки января Венера у нас будет идти по знаку зодиака Козерог. Это очень такая хорошая позиция, сейчас всем козерогам говорю, для того, чтобы понять в своей жизни любовные отношения, уровень финансов в том числе, потому что Венера отвечает и за это, и за то, когда мы как раз-таки хотим, чтобы наша жизнь была комфортна, чтобы здесь были те самые деньги, которые нам нужно, мы на них рассчитываем. То есть и здесь отношения с партнером.
Обычно, когда Венера идет по Козерогу, у нас такое внутреннее чувство, что нас не любят, что мы как-то терпим, что мы в отношения вкладываем больше, чем мы получаем. А здесь очень хороший вопрос об этом как раз-таки подумать весь январь. Почему же мы терпим в отношениях, почему мы не получаем того, чего мы хотим, и почему мы сливаемся в этих отношениях. Это всем козерогам сейчас говорю. Почему? Потому что у нас будет очень громкий февраль, и здесь все будет зависеть, конечно же, от эмоций каждого. Но начинается, у нас не случается все в один день, понимаете, о чем я говорю, да? У нас всегда события идут ранее, и только через какое-то время у нас в голове щелкает, и мы понимаем, так это же вот так на самом деле. Но до этого момента всегда происходит очень-очень много каких-то событий, которых мы не увидели, не захотели увидеть, нам было невыгодно это видеть, да. То есть здесь нет хороших и плохих, здесь просто есть определенный момент времени, когда вот мы вот так себя ведем. И да, Венера в Козероге пока идет, это такой момент, как раз-таки, когда нужно с этим вот разобраться. С покупками рассказала, что история будет такая, с легкими покупками в январе вообще будет такое себе, потому что Венера идет по Козерогу, и нужно делать как раз-таки очень хорошие вложения, осознанные вложения, фундаментальные вложения, покупка недвижимости, приобретение для себя, возможно, какого-то делового костюма для работы. То есть все, что будет связано со стабильностью в вашей жизни, в вашей карьере. Такие покупки делать можно, и это хорошо. То, что дает вам такой прочный фундамент для жизни. Если вы решили сменить образ, тоже хорошая идея. Это я сейчас всем козерогам говорю. Хорошая идея для того, чтобы одеться красиво, по-новому, так, излучать ответственность, излучать свой такой посыл рабочий, четкий, конкретный, можно это так называть, да. Поэтому здесь история абсолютно хорошая будет в середине января, с этим связана, с покупками, да. В отношениях. В отношениях будет история противоречивая, потому что захочется, конечно же, друг другу много чего доказать, и уже буквально к новолунию будет эта история очень сильно подниматься. 18 января у нас новолуние в Козероге. Я не могу сказать, что это какое-то плохое будет новолуние. Нет, на самом деле очень много аспектов, и они почти все гармоничны. И единственная история, очень много аспектов еще слилит, но они тоже гармоничны. Если мы как раз-таки вот то самое, что я говорила про отношения, разберемся в своих страхах, фобиях, переживаниях, почему же мы в отношениях не получаем то, чего хотим, сливаемся в отношениях, не проявляемся в отношениях, не заботимся над отношениями, не вкладываемся в отношения. То есть нам же как? Нам же в социальной сети внушили, что отношения это должно быть легко и комфортно, но отношения это такая же сфера нашей жизни, как внешний вид. Здесь нужно стараться. То есть это та же сфера нашей жизни, как наш мозг. Тоже его нужно упражнять. Гениями не рождаются. Да, есть люди со способностями, но если вы хотите получить результат больше, тогда нужно свои способности и потенциалом своим заниматься. И это регулярная работа труда. И это я козерогам говорю, но козероги у меня это все прекрасно знают. У козерогов будут вопросики в отношениях в январе, поэтому здесь, мои дорогие, будьте, пожалуйста, аккуратны со всеми претензиями, которые вам хочется предъявить, и эта история будет очень сильно работать, понимаете, и у козерогов и второй, и у третьей декады, да, у козерогов первой декады эта история в отношениях будет связана прежде всего к своим моментам, кем же я хочу быть вообще, когда вырасту, да, кем я стану, когда вырасту, неважно, сколько вам сейчас, 20, 30, 40 и 50, нет вообще тормоза для того, чтобы начать новую жизнь, и это тоже такая хорошая история. И вот здесь как раз-таки в это новолуние 18 января Венера уже перейдет в знак зодиака Водолей. И мы будем плавно двигаться к нашему как раз-таки февралю, который вообще простым не будет. Но у нас вишенка на торте как раз-таки. У нас 18 января новолуние. Здесь очень много аспектов движения вперед и роста. В принципе, у козерогов третьей декады очень много энергии. Все планеты, вот этот стелиум находится как раз-таки у вас. Здесь просто дерзайте. Последние 10 дней января козероги
третьей декады. Козероги второй декады. Постарайтесь быть не противоречивыми, быть не скандальными, потому что здесь начинается такой опасненький период испортить свою репутацию. Не надо ее портить. Здесь как раз-таки нужно, наоборот, в рост развития. Понимаете, чем больше вы лично сделаете, тем будет у вас получаться очень хорошо, и тогда ваша жизнь улучшится именно от ваших действий. Козероги первой декады, у вас, дорогие, проходит вот такой, знаете, уже финальный этап, и будет чувствоваться как раз-таки в 20-х числах в этом лунном цикле, что словно эмоции подкатывают, и это непросто. Потому что у нас в конце января еще такое очень мощное запланированное событие на небе. У нас 26 января как раз-таки меняет свой знак Нептун, и он переходит в первую декаду Овна. Максимально вот начнут это чувствовать, то есть здесь Нептун играл очень такое воодушевленное внутреннее расположение, было такое ощущение, что все будет классно и все как-то получится, и это ощущение было у Козерогов третьей декады. То есть Нептун здесь уйдет, вот этот вот иллюзорный момент уйдет, и останется такой четкий Сатурн у Козерогов третьей декады. Но этот Нептун начнет максимально влиять сразу на Козерогов первой декады, и это будет напряженный аспект, и это будет Нептун. Как правило, у нас всегда дают несколько историй. Либо это чрезмерный романтизм, и как раз-таки, когда наступает напряженный аспект, то все наши иллюзии, розовые очки спадают, разбиваются, да, о лодку реальности нашей жизни. То есть здесь могут быть измены в отношениях, здесь могут быть вот этот чрезмерный эмоциональный фон, когда мы ссоры, скандалы, мы уходим в депрессивное состояние, либо здесь измены, либо здесь история движется к разводу, к разрушению. И нам кажется, что если мы выйдем из этих отношений, а из этих отношений можно будет выйти однозначно, потому что следом, долго-то думать Козероги первой декады не будут, потому что следом у нас с 13 на 14 февраля Сатурн идет в Овна, и здесь Козерогов, вот это просто, понимаете, закономерность такая. То есть здесь можно, конечно же, очень много нарубить дров в своей жизни. У Козерогов первой декады начнется это как раз-таки в конце января и в феврале, а февраль у нас вообще ого-го. Поэтому здесь, дорогие Козероги первой декады, посмотрите в январе на свою жизнь максимально трезво и реалистично. То есть уберите все какие-то иллюзорные состояния, депрессивные моменты, моменты, когда вам кажется, что вот как-то вот финансы в том числе, потому что я про деньги тоже говорила, и история связана с Сатурном, это история про деньги в том числе. И она буквально уже в феврале начнет стучаться Козерогом первой декады в дверь, когда нужно будет резко улаживать финансовую составляющую своей жизни. Так вот, если подводить итоги января, то у Козерогов первой декады было бы очень хорошо убрать все иллюзии в своей жизни и начать таки взросло посмотреть на свою жизнь и сказать, кем я хочу стать, когда вырасту, да, такая фраза. И это нормальная вообще история. Я всегда за то, чтобы мы брали вот блокнотик и писали себе честно. Кто хочет сходить к психологу, тоже нормальная история, если вы понимаете, что у вас результат будет очень быстро, потому что, конечно же, февраль закрутится еще быстрее у Козерогов первой декады. Поэтому здесь постарайтесь максимально честно себе в январе сказать, чего же вы хотите в своей жизни, и начинайте это делать. Не ждите конца января, не ждите февраля и вообще других моментов 2026 года. Просто делайте, и у вас все будет хорошо и отлично. У Козерога второй декады здесь, конечно же, моменты, либо вы противоречивы в этом январе, да, и здесь есть определенные моменты повышенного скандала в вашей жизни, и конец января будет смазанным, когда будет очень много вот этого нервного напряжения, и оно продлится в феврале. И здесь, конечно же, нужно эту историю очень хорошо и четко понимать, отслеживать, и не убирать ее от такого составляющего момента, что как-то вот оно само сложится. Не сложится. Складывается все само, когда мы в голове у себя складываем и понимаем, что если у нас в жизни чего-то нет, значит мы сами этого не сделали. И это нужно историю очень хорошо понимать.
Тогда у вас будет рост. С середины января начнется вот тот самый профессиональный рост, о котором вы хотели, приход финансов. Но да, люди будут скандалить, будет как-то вот такая сложная составляющая, но вы с этим справитесь, и все получится у вас хорошо, и будет нормально, если вы, конечно же, захотите сказать себе и позволите сказать себе, что где-то вы были неправы. Тогда вас ждет очень множество возможностей, когда мы понимаем, что мы где-то что-то делаем не так, мы начинаем исправлять свои ошибки и говорим себе, так я же могу еще лучше, где-то там было начало, вот я сейчас сделал работу над ошибками, получается хорошо. Вот такая история в январе у Козерога второй декады. Козероги третьей декады. Я могла бы сказать, что все в вашей жизни это горе от ума, и на самом деле это так и есть, и вы вот как сладкий пирожочек вот так в жизни болтаетесь, и если у вас в январе будет вот такая история какая-то сложная, противоречивая, как-то вот будет оно все не получаться, и вам будет казаться, что вы как раз-таки на последних своих силах вот в этом январе живете, то я могу сказать, что в январе очень много аспектов, как раз-таки еще козерогам третьей декады говорят, делай, и у тебя все будет классно. Вас отделяет от той жизни, которую вы хотите, в любовных отношениях, в профессиональной сфере, только лень, нежелание двигаться туда, куда надо, и вы прекрасно чувствуете и знаете, куда вам нужно двигаться, и эту историю нужно тоже очень четко, хорошо понимать. И здесь вот такая история, вы понимаете, козероги третьей декады. Не могу сказать, что для вас какой-то плохой будет январь, нет. Но когда очень много гармоничных аспектов, многие люди бывают не справляются. Поэтому здесь понимаете, что январь, вот он такой мощный и интересный будет для вас, если вы напишите себе список и начнете делать, не ждать от кого-то, а делать в своей жизни, наводить порядок. Это и любовные отношения, это и работа, и карьера, и повышение в должности, и все у вас должно быть хорошо, если вы не будете тормозить. Вот такая история на январь. Февраль 2026 года. Здесь могу сказать, что он у нас начинается очень ярко. У нас с самого первого дня полнолуние. В ночь с 1 на 2 февраля у нас полнолуние и полнолуние во Льве. Что хочется сказать вообще, в принципе, для козерогов. Полнолуние во Льве, при всем при этом у нас как раз-таки Венера будет в квадратуре с Ураном. И эта история, естественно, когда захочется вот так вот резко в своей жизни навести определенную свободу, расчистить свои завалы, захочется как-то вот все резко поменять, изменить, и чтобы это было очень быстро, и за это не отвечать, не переживать и не волноваться. История, знаете, такая немножечко с вопросиком, потому что нужно эту историю очень хорошо понимать, скажем-то честно, да, потому что когда у нас все легко, вальяжно, беззаботно, и вроде как хотелось бы сказать, что оно идет у нас по нарастающей, что оно идет у нас только в гору, и вот здесь февраль. Поэтому если мы классно начали январь, то в феврале было бы разумно ускоряться. Но вот здесь в феврале многие как раз-таки начнут рубить те самые деревья, на которых сидят. И это такая провальная история, именно потому что захочется вот такой вот свободы, захочется в легкости. Плюс у нас еще и Марс в Водолее. Вы не забывайте в этом феврале, да. Это абсолютно история, когда мы вот такие все резко захотели свободы, устали за все отвечать, захочется найти резко новую работу, захочется отказаться от той самой ответственности. А в чем вопрос? Полнолуние во Льве. Полнолуние во Льве, значит, Солнце у нас в Водолее. И эта история однозначно противоречит. Нам вроде как хочется свободы, но при всем при этом мы будем ощущать себя максимально такими львами, максимально такие самые лучшие, самые классные. Но я всегда говорю, для того, чтобы делать такие смелые выводы и отказываться от всего того, что есть в нашей жизни в феврале 2026 года, нужно максимально реалистично посмотреть на свою жизнь, максимально честно посмотреть на уровень своих компетенций в профессиональной сфере и понимать, реально ли мы заслуживаем новую работу, новых денег, гораздо большие ступеньки в своем развитии, либо же это просто в нас взыграло наше самолюбие, и нам хочется сейчас нарубить дров.
История такая очень интересная. В феврале мы очень часто идем на такие моменты необоснованные действия и пытаемся хоть в какую-то дверь стучать, да. Точно так же эта история будет работать и в любовных отношениях. Вот все те люди, кто захочет как раз-таки подать на развод, выйти из всех тех обязательств, которые есть, потому что по большей части развод это всегда лишь мера. То есть хочется поставить финальную точку в отношениях, наказать партнера, сказать себе, что мы достойны лучшего. На самом-то деле нужно реально посмотреть, насколько мы вкладываемся в эти отношения, потому что в новые отношения нужно будет тоже вкладываться. Правда же, да? Да. Партнер будет новый, здесь у нас все понятно, здесь нам все надоело, понятно. Здесь нам кажется, что наша вторая половинка вот чего-то нам не додает, и от этого у нас всю жизнь плохо. Да? Вопрос, что мы додаем второй половинке для того, чтобы у нас было хорошо? Палка о двух концах. Но вот здесь в начале февраля может вот прям вот такая история очень сильная случиться с козерогами и первой, и второй, и третьей декады. Просто у всех будет по-разному. У козерогов как раз-таки первой декады будет эта история работать через Нептун, когда нам будет казаться, что вот мы сейчас все вот это вот бросим, вот это депрессивное. Но опять же, если вы объективно понимаете, что в ваших отношениях уже все, если в вашей работе уже все, тогда, конечно же, нужно что-то менять. Но здесь нужно объективно понимать, от каких историй идет вот эта движуха, да, можно это так сказать, все вот это настроение. Козероги второй декад. Очень много внутреннего противоречия будет от Юпитера. И здесь не уходите в закат, подождите немножечко, козероги второй декады. Я знаю, вам захочется вот так вот все в начале февраля бросить. Подождите середины февраля. Там начнется коридор затмений, и там Венера подключится в плюсе с Меркурием к Юпитеру, и будет такое внутреннее состояние роста и в работе, и в карьере, и в отношениях. Остановитесь, не делайте каких-то резких движений. Да? Козероги третьей декады, в начале февраля тоже захочется вот так вот как-то вот что-то эдакое резко со своей жизнью сделать. Подождите, и не бегите вперед. По финансам тоже будьте аккуратны, не вкладывайтесь в какую-то странную историю. Она получится явно нехорошо, потому что на напряженных аспектах. Получится, опять же, только какие-то зрелые, взрослые покупки, которые дадут вам такое мощное основание в своей жизни. То есть это январь и февраль однозначно. Здесь и даже март. И даже март не предпринимайте каких-то вот таких странных действий. Все должно быть четко обдумано, и в феврале фон будет максимально такой, что захочется очень резко куда-то там вложиться, какие-то авантюры, иллюзии, какие-то свидания, странные, непонятные мужчины, женщины. И захочется вот козерогам третьей декады, как раз-таки первая половина февраля, вот как-то вот свою жизнь вот так провести. Постарайтесь максимально заземлиться, приземлиться, понять, чего же вам лично в жизни не хватает, почему вы себя так ведете и почему готовы распыляться вот на такие какие-то действия. А так, да, первая половина февраля, она вот такая будет сложная у козерогов и первой, и второй, и третьей декады. Что идем дальше? В ночь с 13 на 14 февраля у нас Сатурн меняет знак. Да, дорогие козероги, ваш управитель. И он переходит в знак Овна. И на ближайшие 2 года, чуть больше, до апреля 2028 года Сатурн будет находиться в знаке Овна. Как он будет влиять на козерогов? Ну, дорогие козероги, вас здесь встряхнет ваш собственный управитель, потому что это будет напряженный аспект, и он будет очень быстро, Сатурн, идти по Овну на самом-то деле. Особенно по первой декаде Овна он будет идти ну вот в апреле он уже в конце перейдет во вторую декаду Овна. И здесь вот козероги первой декады, понимаете, да, что февраль, март и апрель будет Сатурн от вас просить финансовых прорывов, просить от вас действий, заработка денег больше, платить по счетам,
Здесь все долговые обязательства влезут, и будет хорошо, если вы как раз-таки закроете все свои кредиты, долги, если вы начнете зарабатывать больше, потому что все это закрывается, когда мы делаем больше, понимаем свою ответственность, зарабатываем больше. Точно так же аспект Сатурна – это будет связанная история в любовных отношениях. Обычно, когда квадратура с Сатурном, если женщины меня смотрят, то это портится отношения с мужчинами, будет казаться, то есть это муж, либо на работе коллеги мужчины, либо это начальник, либо это папа, да, то есть либо это сын в том числе, то есть это будет портиться отношения с мужчинами, будет казаться, что вы вообще друг друга не понимаете. Если же это отношения с мужем, захочется подать на развод в прямом смысле вот так, потому что будет ощущение, что вас не любят, не ценят. Если это связано будет с работой у женщин, то захочется, конечно же, поменять работу. Будет казаться, что денег вообще в принципе нет, не хватает. Хочется что-то менять, но опять же, на новой работе, на этих аспектах нужно будет повышать свой профессионализм, работать еще больше. Просто это понимайте, на что вы будете менять одну работу на другую. Если же в работе у вас случилось какое-то резкое обнуление, на работе там сокращение, разная история может случиться, тогда новая работа будет сложная, здесь не опускайте руки, в мае уйдет вот эта история, и не все 3 месяца, обычно Сатурн просто месяц делает вот этот аспект сложности, то есть понимаете, что включается, то есть если вы видите, что у вас включился аспект Сатурна, как-то становится все сложно, козероги первой декады, просто понимайте, что месяц нужно попотеть, прям вложиться по максимуму, показать максимально свою ответственность, и у вас будет потом все хорошо и легче. То есть это всего месяц, это конечная эмоция, понимаете? Но здесь вы можете подняться еще выше, потому что напряженный аспект это не говорит о том, что будет прям плохо-плохо. Нет, это говорит о том, что вы можете расти, если вы захотите, поставите себе такую цель. Козероги первой декады, ставьте себе цели очень большие, очень мощные. Вам нельзя в феврале ставить маленькие цели. Нельзя с февраля 2026 года ставить маленькие скромные цели. Нельзя. Иначе будете получать меньше, чем планировали. Козероги второй декады. На вас влиять Сатурн начнет лишь с мая. Май, июнь, июль, август, сентябрь. И октябрь он уже будет из ретроградного движения возвращаться снова в первую декаду Овна. То есть у вас эта история будет работать с работой, с отношением, все то, что я сказала козерогам первой декады, вот в этот период времени. Козероги третьей декады у вас, на вас начнет влиять Сатурн. Это будет начало 2027 года, по-моему, это март-апрель. Я забегала вперед в годовом прогнозе, говорила, по-моему, это будет вот тогда, и уже начнется реально сложности в работе, либо же еще рост в карьерной социальной лестнице. И да, Сатурн это не страшно, Сатурн это как минимум понятно. Сатурн это когда мы можем спланировать все свои действия, и события происходят медленно. То есть это не на Уране, когда начинаются резкие какие-то качели, понимаете, я о чем говорю. И да, и мы идем дальше в этом феврале, и вы мне скажете, ну что такого еще может случиться? А у нас коридор затмений. С 17 февраля по 3 марта, дорогие, у нас с вами коридор затмений на растущем лунном цикле. Что могу сказать? Начинается коридор затмений, и это новолуние в Водолее. Сложная история и позиция для козерогов, потому что козероги, они более стабильные все-таки. Но опять же, козероги третьей декады, им уже нравится нестабильность вот эта водолейская, и вы уже прямо от этого кайфуете. Поэтому здесь включается такое ускорение жизни вообще у козерогов, у всех, но буду чувствовать ее. Козероги третьей декады будут очень сильно чувствовать вот это напряжение. Козероги второй декады тоже будут чувствовать, потому что здесь аспект через Марс будет работать. И что хочу сказать вам, мои дорогие козероги. Козероги первой декады. У вас будет такое внутреннее чувство в этом коридоре затмений, по крайней мере, у вас будут вопросики к себе, вопросики с вашей Венерой, с вашим уровнем комфорта, в вашем ощущении люблю себя, не люблю себя. Помните, я говорила,
хорошо бы с этой историей в январе разобраться, чтобы в феврале вот так сильно не просесть, потому что коридор затмений для козерогов первой декады, он будет такой эмоциональный в любви, в отношениях, в уровне достатка, финансов в том числе. Здесь еще Венера будет в квадратуре с Лилит, понимаете? И кармические узлы закрепляют всю эту историю, позицию для козерогов первой декады. Поэтому здесь максимально старайтесь искать более позитивные моменты. Почему я говорю про позитивные? Потому что Венера все-таки будет в гармоничном аспекте с Юпитером. Венера все-таки чуть дальше, к концу февраля, встанет в соединении с Меркурием. Эта история будет очень хорошо работать для козерогов и первой, и второй декады. Нужно договариваться, нужно искать, не уходить в какие-то в иллюзорные состояния, в романтизм, то есть какое-то депрессивное состояние, и нужно думать, что история будет там складываться какая-то. Вот, то есть, чем депрессивнее вы будете в своих мыслях, козероги первой и второй декады в этом коридоре затмений, тем депрессивнее все будет происходить. Я же говорю о том, что здесь нужно наоборот договариваться, чувствовать ситуацию, как она есть, видеть ее реально. Почему? У нас еще с вами включается ретроградный Меркурий с 26 февраля, и он простоит у нас, дорогие, по 20-21 марта. То есть понимаете, как долго у нас будет период ретроградного Меркурия, да? То есть это больше, чем 3 недели обычных, да? Он будет у нас в рыбах, но при всем при этом он будет в гармоничном аспекте с Юпитером. При всем при этом мы найдем все ответы на свои вопросики. И это нужно тоже очень четко и хорошо понимать, в эти иллюзорные истории не уходить. Тогда коридор затмений сложится у козерогов первой и второй декады более позитивно. В работе включайтесь, в отношениях тоже понимайте, разбирайте свои страхи, завалы. Потому что коридор затмения – это по большей части всегда такой эмоциональный фон, когда эмоции зашкаливают, и по факту это финал. Это финал последних нескольких лет всех наших эмоций и переживаний. Убирайте истории вот эти всякие сложные в своей жизни и становитесь реалистами. Только реальное понимание ситуации в своей жизни будет вам в помощь. Здесь захочется, конечно же, там в какие-то отношения пойти, вот это вот все, где-то там найти свою любовь, которую хотелось найти, искать, потому что Венера-то у нас в рыбах. Это максимальное желание романтизма. Максимально трезво стойте на ногах, максимально по козерожье делайте выводы в своей жизни для того, чтобы здесь вам было понятно, четко и ясно, что же у вас будет происходить дальше. Если вы будете в работе требовать больше денег, но при всем при этом не вкладывать своих сил, то понятное дело, что вас, скорее всего, попросят, да, с работы. Но если вы в отношениях будете предъявлять претензии, при всем при этом понимая, что сами в эти отношения давно не вкладываетесь, да, тогда понятное дело, что это будут эмоции, одни эмоции, переходящие в скандалы, в ссоры, в ругань. И тогда, конечно же, захочется вот выйти из этих отношений. Не надо так. Максимально трезво, здраво и реалистично. Козероги третьей декады, у вас на этот коридор затмений. Могу сказать, дорогие, что здесь вы уже почувствуете отсутствие вот гармоничного аспекта Нептуна, Сатурна. Здесь уже работа будет идти сложнее, останется по большей части только гармоничный аспект Урана. Но Уран – это аспект ускорения. Когда нет заземления Козерога, будет казаться, что жизнь как-то очень сильно резко, захочется в какие-то легкие истории уйти, захочется уйти в истории, даже, может, связаны мошеннические вот такие моменты, да, лишь бы только по-быстрому как-то продвинуться, как-то по-быстрому заработать. Не уходите в эту легкую историю. Опять же, повторяюсь, коридор затмений – это период в нашей жизни, когда мы максимально, эмоции у нас зашкаливают. Заканчивается коридор затмений 3 марта, и там будет картинка уже совершенно другая. Поэтому здесь понимайте всю эту историю. Также у нас 17 февраля уже говорила, что Венера в гармоничном аспекте с Юпитером, поэтому здесь понимайте, что у вас должно у всех получиться в работе и в отношениях прийти к тому самому результату, который вы хотите. Но опять же, здесь нужен план и здесь нужны действия. Потому что если не будет плана и действий, это будет просто иллюзорная история. Мы себе в голове чего-то придумали, но ни к чему не пришли. Понимаете, я о чем говорю? Февраль – это тот месяц, когда нам нужно будет сделать все самим. То есть по большей части эмоции здесь будут очень сильные, и захочется вот такого большого уровня свободы.
захочется легкости, позитива, оптимизма, как-то себя подбодрить, ждать наилучшего момента и думать, там заглядывать во все гороскопы, не знаю, различные такие методики, для того, чтобы хоть как-то вот себе облегчить жить в феврале. Но февраль это месяц, когда, дорогие, нам нужно будет сделать все самим. Неважно, мы козероги первой декады, второй или третьей. То есть самим навести порядок в своей жизни, это козерогам первой декады. Очень четко и трезво посмотреть на то, что происходит в жизни, и начать делать. То есть это действие. И я хочу сказать, забегая вперед, что в март это будет тоже месяц действий, потому что у нас в конце февраля у нас Марс переходит в знак рыбы. И это самое вообще неприятное настроение для Марса находиться в рыбах, потому что это максимальное состояние лени. У нас включается еще и в марте, понимаете, я о чем говорю? И эта история будет работать на козерогах тоже, и первой, и второй, и третьей декады. Поэтому здесь, понимаете, мои дорогие, козероги первой декады, наводите максимальный порядок в своей жизни и начинайте действовать уже в феврале. Козероги второй декады максимальные противоречия ловите еще сейчас, и в марте эта история продлится, то есть либо портим свою репутацию, уходим в своих иллюзиях куда-то, кормим своего внутреннего нарцисса и понимаем, что мы достойны большего и лучшего, да, то есть это абсолютно нарциссическая история вскрывается, да, потому что здесь Юпитер в оппозиции, и все те люди, кто начинает действовать, те убивают своего нарцисса, и включается вот эта история продуктивности, развития и роста. А те, кто пребывает в своих умозаключениях, что я самый лучший, что я самая лучшая, но почему у меня вот этого нет, здесь такие истории будут как раз-таки в коридор затмений вскрываться очень сильно. И февраль, вот он вот так закончится. Козероги третьей декады, дорогие, у вас заканчиваются благоприятные аспекты от Сатурна, Нептуна, уже даже не дотягиваются и уже не будут. Остается только вот эти виражи Урана. При всем при этом конец февраля у нас Марс в квадратуре с Ураном, когда тоже захочется все бросить и уйти, сказать, что я достоин, достойна большего. Но эта история, она такая, знаете, сложноватая будет. На напряженных аспектах мы всегда в итоге получаем гораздо меньше, потому что где-то нужно было свою гордыню немножечко задавить. Понимаете, о чем говорю? Почему я говорю и делаю выводы именно таким? Потому что у нас коридор затмений заканчивается 3 марта, и он заканчивается полнолунием в Деве. А Дева – это тот знак, когда всегда честно и по факту. Максимально цинично, максимально некрасиво. И вот такие будут у нас итоги февраля. Понимаете, о чем я говорю, дорогие козероги? И мы вот так вот смело перешагиваем в март, и у нас 3 марта будет как раз-таки полнолуние, полнолуние в Деве. Мне нравится всегда полнолуние, вот такое, очень много гармоничных аспектов, но есть и напряжение, да, и как раз-таки у нас каким будет март? Опять же, у каждой декады по-разному. Если смотреть финал коридора затмений 3 марта, у нас полнолуние в Деве, квадратуры к Лилит, у Луны и Солнца с кармическими узлами. Поэтому эта история для козерогов первой декады будет максимально, знаете, какая на весь март, продлится вот эта история своих фобий, иллюзий, страхов. То есть она может продлиться на весь март, а может закончиться 3 марта. Все зависит от лично нашего внутреннего состояния, увидеть правду такой, какая она есть. Нам вот сейчас соцсети внушают, что все должно быть легко и просто, и как-то вот гороскопы должны быть радужными, да. Но опять же, я могу записывать радужные, позитивные гороскопы, только если они не будут сходиться с реальностью, конечно, охватов у меня будет больше, да, если они будут позитивными. Но когда они не сходятся с реальностью, я себе как астролог не могу плюсик в карму сделать. Зачем мне тогда нужна эта информация, да? Так вот, у козерогов первой декады, мои дорогие, у вас должно получиться закрыть все свои вот эти страхи, фобии, переживания. И вот в этот март уже пойти совершенно на других настроениях, совершенно в других началах, уже и уже с таким вдохновением. Все-таки Марс перешел в рыбы, и это либо такое ленное состояние, либо состояние депрессивное, либо когда мы наоборот воодушевлены, у нас такое оптимистичное настроение, и мы движемся уже, можно сказать, к весне. 21 марта у нас астрономическая весна начинается.
И это такое настроение, когда бы хотелось бы весну встретить красиво, позитивно, в обновленном ключе, да, но кто-то все-таки не справится с этими, со своими эмоциями на как раз-таки конец коридора затмений. Разбирайтесь с страхами, пишите себе честно, это всего лишь страхи. Чем быстрее вы с ними разберетесь, тем будет у вас движение вперед, рост вверх и ваш профессиональный статус, потому что вы не видите ту работу, которую бы вы могли найти для того, чтобы заработать больше денег. Вы не видите те отношения, если вы сейчас находитесь в стадии разрыва, да. То есть вы просто их не видите, потому что ваши страхи видят все то же самое, что у вас было до этого. И в работе, и в отношениях. Убирайте эту историю, тогда будет получаться все очень хорошо. Козероги второй декады, у вас очень позитивное должно быть окончание коридора затмений. Вы должны по факту, как мне показывают аспекты, сделать очень много. Очень много в любви, в отношениях со всеми договориться. Здесь уже и поездки будут включаться, и работа, и повышение социального статуса, и деньги пойдут в марте. Опять же, кто справился, а кто продолжает ругаться, ссориться, и не получается этого сделать, да? Все мы разные. Аспекты на то, чтобы все сложилось отлично и хорошо, у вас есть. Козероги третьей декады, у вас по финалу коридора затмений и на март истории эмоций очень продуктивные на самом-то деле. Здесь и Венера в отличном аспекте даже с Ураном, да, то есть здесь движение в рост в работе, в карьере, в финансах, в деньгах. Но опять же, если в феврале не ушли вот в этот эмоциональный фон, не начудили в своей жизни, в работе, тогда март и финал коридора затмений будет очень классный, очень потрясающий, потому что на самом-то деле март, я уже говорила, что это месяц, когда нужно действовать максимально, но опять же, у нас в середине марта Марс будет в квадратуре с Лилит, эта история будет отражаться на Козерогах и первой, и второй декады, поэтому здесь, мои дорогие, уходить из вот этого состояния, когда вот наши страхи, паники и переживания на нас как-то влияют. Плюсом у нас еще с 11 марта Венера начинает скатываться в квадратуру с Юпитером. Это наши внутренние противоречия, это когда мы ругаемся, это когда мы хотим портить репутацию, потому что Венера-то у нас в марте перешла в знак Овна, да, то есть она была у нас приземлена вроде как в аспекте с Сатурном, но вот какого числа. Она очень быстро, кстати, перескакивает 6 марта, и эта история начинается такая более яркая. То есть захочется здесь вот так себя проявить. Это дерзкая Венера в Овне, но при всем при этом в начале марта до 13 числа еще она будет находиться в соединении с Сатурном. Приземленное будет состояние, когда мы будем понимать, то есть почему у нас в отношениях вот так, почему у нас в отношениях не задается, например, да, и эту историю тоже нужно понимать. В финансах очень хорошая история приземления, получится тратить очень много по прихоти во второй половине марта, поэтому здесь, дорогие козероги, и первой, и второй, и третьей декады будьте аккуратны с тратами, потому что во второй половине марта захочется очень много необдуманных, резких покупок сделать. Не надо так делать, потому что Венера в Овне плюс еще в квадратуре с Юпитером, это всегда нам хочется потратить, распылить деньги, кому-то что-то доказать, что-то себе купить, такое бренды, такое яркое, чтобы нас заметили, как-то проявить, пыль в глаза пустить, но по факту эта история очень такая противоречивая, которая после будет нам, конечно же, казаться, когда Венера в начале апреля перейдет в знак Тельца, и мы приземлимся и скажем, так, можно было в марте не тратить необдуманные действия, да, захочется походить на свидание, погулять, повстречаться, это и козероги первой декады, конечно же, у вас будет вот эта история, но она будет скорее такая агрессивная больше, потому что здесь и Венера будет в квадратуре в марте на первую декаду Козерогов влиять, да, поэтому здесь Козероги первой декады не принесет тех отношений, которые захочется вам, но в принципе время проведете. Это Козероги первой декады в марте, Козероги второй декады
середина марта у вас будет тоже такая гуляние, свидание, но они не будут складываться так, как вам хочется. Вам будет казаться, что вы встречаете опять не того или не ту. То есть такая история с разочарованиями будет у вас, скорее всего. Козероги, третья декада. Вот здесь, дорогие, конец марта у вас будет такая история тоже связанная с гуляниями, свиданиями. Понимаете просто, чего вы хотите, каких отношений, что вообще от жизни хочется. Вообще очень хорошая история. Если вы сами работаете над отношениями, козероги, третьей декады, то конец марта тогда будет более романтичный, более понятливый, да. А вообще так, конечно же, в работе будет такая небольшая просадка, конечно, опять, если у вас нет цели. Если вы написали себе цель, план козероги третьей декады и будете максимально его придерживаться, тогда будет получаться хорошо. А так время, конечно, для гуляний, для свиданий. Но опять же, нужно очень сильно вкладываться самим в этом марте в отношения для того, чтобы увидеть то, что вы по факту хотите. И если мы говорим еще про события марта, уже говорила, у нас начинается астрономическая весна 21 марта, 19 марта у нас новый лунный цикл, новолуние в рыбах. Как повлияет новый лунный цикл на нас, на всех? Вообще, если забегать вперед, то новый лунный цикл у нас же продлится в апреле. И я могу сказать, что апрель будет классным. Апрель будет классным. Опять же, для того, чтобы апрель был классный, нужно в феврале, да, не уйти в свои какие-то депрессивные моменты в жизни, да, не уйти в жаление, в сожаление, вот в это вот все, максимально честно подвести итоги своей жизни, здраво и честно посмотреть на себя. И вот с такими мыслями оказаться в марте по финалу коридора затмений. Да? Максимально, что лучше мы можем сделать в своей жизни в марте, это делать в отношениях, это делать в работе, в карьере. Если вы понимаете, что все, работа закончилась, ищем новое. И да, март будет немножечко такой сложненький. Да? В марте нужно делать много. Потому что еще и Марс у нас в рыбах, а это состояние, когда вот нам хочется полениться, себя пожалеть, депрессивно. Но опять же, март это история, когда нужно делать много. И опять же, у нас с началом нового лунного цикла Марс уже откатывается от квадратуры с Лилит, да, то есть здесь мы начнем больше делать с новым лунным циклом, который продлится у нас в апреле. И да, конечно же, делать, не бояться делать, не сидеть на месте, тогда получится в астрономическую весну включиться максимально ярко, максимально интересно. Конец марта у нас будет противоречивым, потому что Венера в квадратуре с Юпитером. Либо много тратим, либо много тусуемся, либо стараемся максимально, если это новая работа, себя заинтересовать, включаем продуктивность. То есть мы включаем не овновскую дерзость, да, и ворчание Юпитера, мы включаем как раз-таки овновскую продуктивность, совершаем много попыток, не сдаемся, смотрим масштабно на свою жизнь, и тогда у козерогов и первой, и второй, и третьей декады март будет очень хорошим, то есть март будет таким вытекающим, и апрель уже будет на очень гармоничных аспектах, потому что в апреле очень много классных аспектов и для козерогов первой, и второй, и третьей декады, но я об этом, конечно же, расскажу еще позже. Поэтому, дорогие мои козероги, первой, второй и третьей декады, у вас будет очень мощная зима, в которую нужно включиться. У козерогов первой декады она будет немножечко такой депрессивной, опять же, если вы ее себе позволите. Если вы не позволите своим эмоциям вами управлять, тогда для вас это будет результативная зима, и весна будет еще ярче. Если мы говорим про козерога второй декады, то у вас эта зима будет с прорывом, с профессиональной точки зрения, в семье, потому что аспект Юпитера, который идет по раку, то есть это и в семье улучшение. Но опять же, если мы в минусе и предъявляем претензии, свой Юпитер не заставляем работать так, как надо, да, свои юпитерианские качества, тогда мы разрушаем свою жизнь. Я бы так сказала, что у козерога второй декады
зима будет либо профессионально с таким ростом, либо это когда называются проблемы горя от ума. То есть когда мы слишком умные, но особо не идем развиваться. Поэтому здесь не уходите в минус, идите в плюс, и тогда весна будет просто с невероятным прорывом для вас. И зима уже даже будет она такой. Поэтому здесь только в рост и развитие. Козероги третьей декады. У вас, смотрите, еще очень много аспектов классных, гармоничных складываются на вашу жизнь и январь, и февраль. Они очень классные, заставляют двигаться вперед, но при всем при этом здесь нужно делать самим, и тогда результат будет просто потрясающий. Конечно же, уже в марте этих аспектов нет. Аспекта от Сатурна нет, воодушевления от Нептуна тоже нет. И складывается такое ощущение а-ля разочарованности, что вроде как мне нужно много чего делать, но вот уже не складывается. Поэтому максимально и январь, и февраль в своей жизни используйте в начале 2026 года. Тогда и март будет идти по накатанной, и вы будете очень много действий совершать всего того, что вы уже в принципе сделали в своей жизни. Тогда будет случаться с вами очень много и интересного. Поэтому здесь не упускайте свои возможности, козероги, третьей декады, потому что сейчас, на настоящий момент времени, у вас очень много чего можно сделать. Было бы желание. Вот такой гороскоп. Я надеюсь, была полезна. И если у вас остаются вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. При этом указывайте свою дату, время, место вашего рождения и ваш вопрос. Потому что общий гороскоп я уже рассказала. И да, конечно же, жду всех на личных консультациях, кому это нужно. И по классике, дорогие, у меня есть много роликов, которые уже вышли, и они остаются актуальными. Это гороскоп на 2026 год, это кармический гороскоп, он работает до конца июля 2026 года, это финансовый гороскоп для Козерога и асцендент в Козероге. То есть это видео, брошюра, которую я прикрепляю, вы можете смотреть. Это та информация, которая будет работать в вашей жизни и помогать вам на ближайшие месяцы. Но я желаю вам потрясающей зимы 2026 года. Не сдаемся, только ускоряемся, идем вперед. И да, в эту зиму нужно потрудиться, и тогда все у нас будет. Дорогие, я желаю вам потрясающей зимы и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.